Привет всем! Если вы хотите больше узнать про электромобили или гибриды, то добро пожаловать на наш канал. Сегодня к нам в работу попал Fiat 500, и даже не один, а целых два. Но думаю, что по этому автомобилю будет интереснее. Перед началом видео хочу сделать небольшое объявление. Моего товарища и коллегу, с которым мы сделали много видео по ремонту электромобилей, мобилизовали. Сейчас его жена организовала сбор средств на экипировку. Я прошу зрителей канала поддержать этот сбор. Даже сумма, эквивалентная чашке кофе, может спасти ему жизнь и помочь в будущем вернуться к любимому делу. Пополнить банку можно либо по QR-коду, либо по ссылке в закрепленном комментарии. Спасибо всем за поддержку. Кстати, для тех, кто интересуется пробегом, на автомобиле пробег 3628 километров. Это достаточно маленький пробег. Не часто к нам приезжают практически новые автомобили, особенно европейские. Китайские, да, привозили много новых, а европейские новые с таким пробегом. Это уже новый Fiat после 2022 года. И в данном случае автомобиль у нас не хочет заряжаться. И автомобиль к нам приехал с уровнем заряда батареи 1%. И для того, чтобы она не разрядилась полностью и не пришлось снимать потом батарею, мы сняли крышку и немного ее подзарядили. Благо она еще переходила в рейде и ездила. Мы включили контакторы и зарядили напрямую. И сейчас диагностируем, почему у нас автомобиль не заряжается. Вот что показала диагностика. Имеем большое количество ошибок, правда в основном они все в статусе сохраненные. И есть одна ошибка в статусе активно. Это ошибка по Proximity пилоту. В зарядном пистолете, кроме выводов питания и заземления, присутствует еще два вывода. Control пилот и Proximity пилот. Control пилот, он передает информацию между зарядной станцией и автомобилем, например, статус подключения и доступную мощность. Proximity пилот определяет, вставлен ли разъем в машину и может блокировать его, предотвращая случайное отключение пистолета от автомобиля под напряжением. При подключении зарядки у нас здесь показывает, что она не заряжается. Вот такая осциллограмма, а при этом эталонная должна быть... Вот такая вот у нас должна быть осциллограмма. То есть при подключении пистолета у нас поднимается напряжение до 8,2 вольта. Потом происходит у нас авторизация, короче, что коннектор увидела. Через буквально там 4 секунды 3 активируется, замыкает порт, вот 6 вольт уже остается. То есть на этой шине должно замкнуть порт, то есть заблокировать. Вот. И после блокировки, опять же через 4 секунды, начинается ток зарядный. Должен происходить 13 ампер. Но у нас... батареи ток. И у нас получается, что порт не блокируется. Порт не блокируется. На данный момент у нас вот это вот проходит сигнал. И все, и дальше ничего не меняется. То есть порт не блокируется. А дальше вот этого шима у нас нет, да? Он есть в шим, только этот шим с амплитудой 8,2 вольта. То есть если мы посмотрим, то вот он. Угу. То есть значение у нас этого шима у нас 9,9, ну 8 вольт, грубо говоря, 8-9 вольт, то есть или 0, или вот этот шим есть. Угу. Но он с высокой амплитудой 9,1 вольта, то есть если посмотреть, здесь 9,2 вольта есть, это когда раз блокирован коннектор пистолета. То есть у нас ситуация очень похожа на Peugeot, у нас не блокируется порт. Что-то с портом у нас обратная связь не отрабатывает правильно, то есть при включении и выключении порта, вот сейчас можно продемонстрировать, я сейчас запущу. Давай я сейчас это вот так вот сделаю, чтобы ты заметил. Да, поменялось состояние. Да, она видит, что у нас зарядный пистолет вставлен. И на уровне 9 вольт показывает у нас, что пистолет как бы не в том состоянии, состояние не меняется блокировки, согласно сигналу шин. Проверим зарядный порт.
порт на состояние резистор есть у нас, который определяет. Так, резистор есть 680 Ом. Отлично. Все. Вот он, есть порт у нас. Есть, то есть резистор он видит. А ну-ка, сейчас надо сходить, и я пойду вытащу порт. Так, порт у нас на зеленом проводе, да? Да. Сколько стало? 2. 2,2 килоома, да? Отлично. То есть проверили нашу зарядку. То есть зарядный порт наш имеет сопротивление 680 вольт, который указывает на то, что зарядная станция может выдать наша от розетки 13 ампер, не более. И у нас То там есть, 680 да, Ом между на данный землей и момент Proximity пилотом. проверили, да. То есть есть резистор 680 Ом и 13 ампер он показывает, тоже видит, когда я вставляю, у меня появляется на диагностике 13 ампер. Допустимый ток. Все, надо провести еще один тест по замеру сопротивления. Вот у нас вот этот уровень напряжения, который зарядный порт определяет, какая зарядка вставляется. Вот, я хочу на эту шину сесть и проверить это. Сейчас тут будет тест-план такой. Сейчас у него есть. Вот он, тест-план. Вот наш зарядник. То есть порт наш. Это коннектор, который мы вставляем. Это наш порт, а это зарядное устройство. Вот сюда хочу сесть и посмотреть вот это вот состояние. Если там 0,8 вольт, да? Да. Но я, судя по количеству напряжения, которое он показывает, это та же самая линия, что вот здесь указано, которая на данный момент у меня не меняется. То есть вот тест есть, где у нас красный провод садится, и вот она, эта же линия. На данный момент у меня тут изменений особо нет. То есть вот эта часть работает, я вижу, а вот этой части я не вижу. При подключении коннектора у нас параллельно земле садится резистор. То есть этим самым просаживает в линии 2,25 вольта на 1,70 вольт. Согласно нашим тестам, у нас в этой линии, то есть напряжение 0. То есть у нас нету подтяжки вот этого резистора где-то. Скорее всего, в чарджере проблема нету. Я сейчас на данный момент взял и посадил сюда 1,7 вольта от другого источника питания. То есть имитировал на вход контроллера. И на данный момент у нас зарядка пошла. То есть шина стала 6 вольт. И зарядка пошла, и автомобиль начал работать. То есть вот такие 1,7 вольта. Я подал на шину. Сюда на эту точку. Короче говоря, у нас, чтобы подвести и подытожить, у нас онборд чарджер не дает это напряжение, поэтому мы сюда поставили блок питания. И вот сейчас видно, что у нас идет потребление тока, то есть у нас зарядка работает. Кстати говоря, многие инструменты Нирси, ну не знаю, блок питания просто шикарный. И вот токовые клещи. Тоже и можно использовать для измерения и напряжения, и тока, и всего прочего. Ну, конечно, как вольтметр мы его не используем, у нас есть другие вольтметры. Но в качестве токовых клещей очень даже неплохой вариант. И лабораторный блок питания вообще незаменимая штука, переносная, от Type-C работает. Поэтому, если кому интересно, оставлю ссылку на эти приборы. Я на этот блок питания уже оставлял ссылку. Так, ну вернемся к нашему автомобилю. Вот у нас инвертор. На приборе пишет. И автомобиль у нас уже заряжается. Но пока что с костылем в виде фнирси. И автомобиль у нас 18 часов, зарядка пошла. и показывает, что зарядки у нас еще уже 12%. Но мы ее и заряжали. Еще раз напомню, что автомобиль к нам приехал с уровнем заряда 1%. И чтобы не высадился ниже минимального порога, мы ее зарядили через инвертор. И теперь у нас уже заряд 12%. 18 часов. И 18 часов 50 минут будет заряжаться. Поэтому можем сделать вывод, что в данном случае, в отличие от Peugeot,
у нас проблема не с зарядным портом, а проблема с онборд-чарджером. Здесь нет выхода сигнала с этой шины. Самого онборд-чарджера нету выхода. В общем, будем тогда снимать онборд-чарджер и разбирать его. Смотреть, в чем же дело и где зарыта собака. По крайней мере, вся силовая часть исправна. Все работает. Сняли чарджер. И он, кстати, является инвертором. Вот 3 фазы идет. И это идет все моноблоком. И онборд-чарджер, и инвертор. И, кстати, здесь же DC-DC преобразователь. То есть вообще весь узел идет в сборе. Сняли плату, которая у нас отвечает за зарядку и формирование этого напряжения, которое идет на зарядный порт. Ну, на плате есть входные коннекторы, то есть все, что с периферии входит. И также по всем этим коннекторам, по входным цепям стоят разрядные стабилитроны, такие вот, с номинальным напряжением 27 вольт. И он сработал. То есть его прошило и, соответственно, посадило цепь нашего опорного напряжения на землю. Из-за этого у нас не формируется сигнал в контроллер. В общем, из-за вот такой маленькой деталюшки официалы бы, скорее всего, заменили бы модуль. Сомневаюсь, что кто-то влез бы разбирать чарджер. А после дополнительной получения информации, после чего это произошло, оказывается, что автомобиль во время зарядки стоял, вернее, во время зарядки была гроза. Понял, где-то рядом ударило магнитные поля, сильно где-то наводки какие-то, что-то в линиях электропередач было, импульсы какие-то, что сработало. Сейчас заменим, и, скорее всего, все будет работать, и соберем автомобиль. Потому что автомобиль приехал к нам из солнечной Италии. Ну, вернее, приехал-то он из солнечной Италии, но не конкретно на ремонт. Просто его купили с Италии и привезли дальше к нам. Кроме того, что узел связывает 3 модуля, но он еще и не маленьких размеров, и его установка тоже немножко проблематичная. Так, у нас не принесла направляющая еще. Вот эта сторона не села. Возможно, шина не туда попала. Все 4 шины вижу. Все 3 шины. Раз, два, три. Все 3 есть. Она должна еще ниже сесть. Ну да, миллиметров. И не держит его как раз, по-моему, передняя часть. Но он туго и вытягивался, он как это, как прям сидел нормально, как с защелками такими. Ух, хорошо садился. О! Все, присел? Да, да, зашел. О, вот это вот зашел на направляйке. Все. Все у нас окей. Так, после ремонта у нас автомобиль заряжается. Уменьшается время зарядки, потому что она пересчитывает, и заряда уже 20%. Но, к сожалению, появилась у нас другая проблемка. Автомобиль перестал запускаться, потому что у нас появилась ошибка, что вставлен все равно зарядный порт. Но, к сожалению, то, что был выбит этот стабилитрон пробитый, и его заменили, но напряжение у нас, это опорное напряжение у нас не появилось. Поэтому у нас автомобиль думает, что у нас пистолет вставлен. При этом, если опять-таки подать питание лабораторникам. Давай подам. Подай. 3,67 вольта. Подать питание. Вытянуть порт. Закрыть люк. То автомобиль у нас переходит в ready и едет. Ну, то есть проблема у нас... Зачем, не надо. Он крутит колесами, я пробовал. Но, короче говоря, вот этим с опорным напряжением у нас то, что мы стабилитрон этот поменяли. Это защитная часть. Да, защитная, то, что у нас выбило. Но у нас есть проблема еще по этому опорному напряжению. То есть нам нужно все-таки опять снимать чарджер и смотреть. У нас не появляется это напряжение. Поэтому будем снимать еще раз и проверять дальше уже. Какая проблема дальше? На Fiat 500 тоже решили пойти по пути Теслы.
поставили кнопочку. На многих автомобилях сейчас кнопка на открытие двери. И если питания нету, то эта кнопка уже не действует. Надо добраться вон до той ручечки, которая стоит здесь, и тогда открыть дверь. Непонятно, зачем так сделали, но, видимо, дань моде. Далее выявили по линии, которая у нас опорное напряжение 5 вольт. Должен быть еще, как говорится, 5 вольт, но у нас не появилось оно. Соответственно, продиагностировали и выявили неисправным еще один элемент, который отвечает за подтяжку линии 5 вольт. То есть маленький MOSFET пробитый, который стоит в цепи формирования линии 5 вольт. Короче, еще один маленький компонент, который тоже нам жизни не дал. Из-за этого пришлось второй раз снимать чарджер и опять разбирать. Серега, твои предположения, что это уже все или еще что будет? Ну, по крайней мере, я уже добрался до транзисторов. Еще один транзистор, и следующий уже идет выход с контроллера. Контроллер у нас включает, выключает, то есть выход я нашел. То есть контроллер управляет ним, то есть целый, слава богу. Сейчас еще проверю еще один ключик, и будет ясно. Вот. Так, попытка номер 2. Установили опять чарджер, еще пока не скрутили его. И хотим проверить, будет ли он заряжаться или не будет. Так, контакторы сработали, заряд пошел. У нас заряд уже шел и в тот раз, но автомобиль не запускался. На всякий случай проверим сейчас. Вернее, на всякий случай проверили сейчас и зарядку, мало ли что произошло. Так, у нас автомобиль 22 года, по крайней мере, в модулях. Так, антифриз мы еще не долили. То, что гоняет по системе, бачок пока пустой, поэтому долго гонять не будем. Сейчас еще проверим, запускается или нет, тогда можно будет все собирать. Проверим на предмет запуска. А ну, лючок закрой. О, автомобиль у нас запустился. И уже никаких пока костылей у нас нет. Не ставили мы туда блок питания для того, чтобы у нас была подпорка. Сейчас блок работает сам по себе. И автомобиль у нас едет. А теперь решили подключить осциллограф и заодно посмотреть, соответствует ли у нас вся информация азбуке, либо не соответствует. У нас сейчас пока ничего не подключено. Напряжение 2,22 вольта. Тока у нас пока нету. И по осциллограммам у нас тоже 2,22 вольта и синее напряжение. Вставляй порт. Стас, встал порт. Вот, изменения пошли. Порт появился, он увидел. Поменял напряжение на 2 вольта. Вот, соответственно, система заработала, зарядка пошла. Да, уровень напряжения у нас 1,79 вольт, так как пишет непосредственно нам мануал. То есть вот у нас осциллограмма, то есть мы видим порт наш, шим пошел, и видим было 2,25 в начале, при вставле коннектора 1,73. То есть на данный момент у нас на осциллограмме то же самое. То есть при зарядке у нас сейчас 1,79 вольта, вот, и амплитуда шима есть. То есть зарядка идет. Сейчас еще накинем клещи. Так, 4 ампера у нас идет ток и напряжение 1,75. То есть сейчас все соответствует нашему букварю. Сделали тестовый выезд, но оказалось, что у нас не работает нагрев. То есть у нас не работает печка.
несмотря на то, что у нас стоит температура сейчас на самом высоком, у нас все равно дует холодный воздух. Сейчас проинформируем об этом владельца и будем тогда заниматься еще и печкой. А вот и сам хитер. Это не просто радиатор с антифризом, чуть-чуть сложнее. Отсутствует питание на данном участке платы, то есть преобразователь работает, но садится, высаживается напряжение. То есть на данный момент в этой линии 5 вольт падение напряжения до нуля. Соответственно, подал питание сюда 1,5 вольта, и у меня греется вот этот элемент, что является драйвером для высоковольтного транзистора, который управляет одной из линий нагревателя. Скорее всего, если драйвер этот сгорел, значит и ключ может быть дырявый, как говорится, сгорел. Но надо проверять дальше. На данный момент неисправен дральный. Даю напряжение. Да. Вот 1 всё. вольт подал, 2 вольта. Вот 0,8 ампера у нас сразу Угу. дымит. Все. И вот как на фото. Сразу 100 градусов. После диагностики мы посмотрели, какие компоненты нужно менять. И, к сожалению, в наличии их не было. Нужно было заказывать с Европы. Но владелец автомобиля нашел вот такую вот печку в сборе. И с блоком, и с мотором, и с сервоприводами, и с хитером. Правда, пока мы ее еще не проверили. Но, в общем, нашел вот так вот все в комплекте за 5000 гривен. То есть это около 120 долларов. В принципе, за такую печку это вообще даром. Потому что то, что мы находили, это из Польши такой хитер стоит в районе 500 евро. А он купил в 5 раз меньше. И теперь сейчас его подкинем к разъемам и посмотрим, работает он или нет. Ну и, естественно, тогда, если работает, ставим его и будем впускать автомобиль. И на новом Фиате уже не надо снимать заднюю балку. Потому как на старом, для того, чтобы снять батарею, необходимо снять заднюю балку. Иначе не вытащить. Здесь уже все упрощено, и батарея демонтируется без демонтажа задней балки. После установки другого хитера в салоне появилось тепло. Осталось сделать тестовый заезд, и автомобиль можно отдавать клиенту. Если вам нравится такой контент, то подпишитесь на канал, поставьте колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, и обязательно напишите, что вы об этом думаете. До скорой встречи, всем пока!